Я сброшу на вас 250 тысяч тонн тротила. Если вы не подпишетесь на мой канал за секунду и не поставите лайк. Секунда прошла. Все считали его никчемным идиотом, но он оказался сильнейшим героем, который притворяется нормальным и сразу же создает гарем. Алан когда-то был самым сильным героем, но ему надоело спасать никчемных людей ценой своей личной жизни. Поэтому, когда он был близок к смерти, он загадал желание богини, плачущей рядом с ним, что он хочет жить как нормальный человек в своей следующей жизни. Его желания сбываются, и он становится сыном герцога-неудачника. В один прекрасный день он просыпается в своей спальне, когда его младший брат стучит в дверь и говорит, что их отец хочет с ними встретиться. Его отец немедленно начинает оскорблять Алана, говоря ему, что он все еще неудачник первого уровня даже спустя столько лет, и его статистика не изменилась. Ни в малейшей степени не увеличилась. Вдобавок ко всему, он даже не получил никакого божественного дара от Бога, как другие благородные дети. Затем он выгоняет Алана из семьи, утверждая, что он неудачник и позорит имя своей семьи. Алан выходит из замка совершенно невозмутимый, поскольку он ждал этого момента, чтобы провести эту жизнь весело и не беспокоиться о других людях. Но осознает, что у него все еще есть силы, оставшиеся от прошлой жизни. Как раз перед тем, как отправиться бродить по окрестностям, он услышал доносящийся издалека девичий крик. Оказалось, что это две девочки, на которых напали какие-то монстры. Рыцарь-сорванец Бетти пытается рубить и колоть монстров-собак, но даже когда она разбивает их на куски, они тут же восстанавливаются. Она говорит принцессе по имени Лиза убегать, пока она блокирует монстров-собак, но принцесса непреклонна в том, что не оставит ее позади. Поэтому она просто стоит позади нее, пока Бетти изо всех сил старается держать монстров на расстоянии. Алан наблюдает за происходящим издалека с помощью своих волшебных глаз и вспоминает, как когда они были молоды, несколько мужчин на вечеринке высмеивали его за то, что он бесполезен. Но Лиза вмешалась и сказала этим мужчинам, что он по крайней мере пытается. Это заставляет его захотеть помочь ей в этой ситуации, и как раз в тот момент, когда некомпетентная женщина-воин падает, одна из собак полосует ее по телу, оставляя лежать без сознания на земле. Монстры вот-вот закончат свою работу, но Алан собирает всю свою магическую энергию и бежит быстрее молнии, чтобы в самый последний момент оказаться перед принцессой и схватить собаку за горло. Лиза в шоке, когда Алан атакует трех монстров, а затем подпрыгивает в воздух и сканирует их. Он обнаруживает, что внутри каждого из них есть ядро. Поэтому он использует свою особую способность, которая создает вокруг себя пучок эфирных мечей и бросает их в монстров-собак, полностью уничтожая их. Бетти извиняется перед Лизой за свою некомпетентность и думает, что это конец для нее. Однако Алан подходит к ней и использует свою целительную магию, чтобы полностью исцелить ее и даже восстановить ее броню. Это действительно шокирует девочек, так как все знали, что Алан был бесполезным неудачником без какой-либо силы. Он не может сказать им, что это сила из его прошлой жизни, но девочки приходят к выводу, что это должно быть новый тип божественного благословения, о котором церковь не знает. Затем он спрашивает Лизу, какого черта она делает в сельской местности, и она объясняет, что когда она молилась богине, она получила пророчество о том, что ей нужно отправиться в далекую деревню, чтобы помочь герою. Других подробностей не было, и она покинула столицу вместе с Бетти, которая была одной из сильнейших женщин-воинов и ее телохранителем. Затем Лиза спрашивает Алана, что он здесь делает, и он отвечает, что им следует поговорить об этом, когда они продолжат свое путешествие. Он встает и чинит карету, используя свою целительную магию. Путешествуя по сельской местности, Лиза узнает, что отец выгнал его из дома за то, что он был беспомощен. Теперь он просто хочет жить нормальной жизнью вдали от славы и людей. Она жалеет его и даже отказывается выдать королю, несмотря на то, что знает, насколько полезными могут быть его способности для королевства. Алан благодарит ее и обещает сопровождать, пока она будет бродить по сельской местности в поисках героя. Через некоторое время они наконец добираются до деревни, которую она искала. И, как ни удивительно, они не находят никаких монстров, бродящих по окрестностям, что случается очень редко. Они обходят деревню, но она выглядит пустой, пока наконец не видят толпу людей, в то время как девочка добирается до выгнали из дома старика. Эта плоскогрудая девушка оказывается Акирой, который является нынешним героем и держит в руках всемогущий меч, который когда-то принадлежал Алану в его прошлой жизни. Акира даже не узнает Лизу и просит их пригласить ее на обед 1 числа, потому что она голодна. Когда они заходят в ресторан, они начинают есть, и Акира рассказывает им, что она бродила по деревне, когда заметила маленькую девочку, бегущую по лесу. Она схватила ее и спросила, все ли с ней в порядке, но та заявила, что дракон собирается ее съесть. Услышав это, она решила убить дракона и спрятала девочку в маленькой пещере, прежде чем отправиться в деревню за дополнительной информацией. Но когда она вошла в дом старика, чтобы задать вопросы, он отказался разговаривать и вышвырнул ее вон. Алан находит все это немного подозрительным и
и выдвигает теорию, что существует вероятность того, что эти жители деревни пытаются пожертвовать жизнью девочки, чтобы получить защиту от дракона, и именно поэтому они не видят никаких монстров в окрестностях. Эта теория имеет смысл для всех них. Так что Акира решает подняться на холм и убить дракона в одиночку. Лиза немедленно вызвалась пойти с ней, так как, согласно пророчеству, она должна направлять героя, и Бетти, очевидно, следует за Лизой. Алан делает глубокий вдох, так как не может оставить своих друзей одних, поэтому он решает пойти с ними на случай, если их одолеет дракон. Поднимаясь на холм, Акира кажется очень уверена в своих силах и составляет план, утверждая, что она пойдет прямо поднимитесь и встретитесь лицом к лицу с драконом, в то время как остальные должны обойти гору и схватить чудовище в клещи. Алан знает, что этот герой совершенно бесполезен и будет уничтожен, поэтому он предлагает зайти с фронта в одиночку, в то время как девочки обойдут гору. Однако Акира может сказать, что он сильнее, чем показывает, и он может убить дракона, не позволяя ей сражаться. Именно поэтому она хочет зайти с фронта, а затем просит провести спарринг с ним, как только она закончит с драконом. Алан соглашается с планом, и в итоге Акира направляется прямо к дракону, который немедленно встает и выпускает в нее мощный огненный заряд. Она каким-то образом уклоняется от него и использует свои особые способности, чтобы метать молнии в дракона, но ее магия настолько слаба, что просто щекочет дракона. Он смеется ей в лицо. Внезапно дракон показывает ей, что маленькая девочка тоже здесь, и говорит, что он просто хотел повеселиться, терроризируя жителей деревни. Именно поэтому он специально отпустил ее. Это выводит Акиру из себя. И она собирает все свои силы и бросается в молниеносную атаку, аккуратно разрубая дракона, прежде чем принять героический вид. Но когда она оборачивается, то обнаруживает, что дракон совершенно невредим. Он смеется и отвешивает ей пощечину, которая полностью выводит ее из строя, пока она лежит на земле, ожидая, когда дракон прикончит ее. К счастью, Алан приходит ей на помощь и аккуратно перерезает одно из драконьих крыльев, сбивая дракона с ног. Затем он говорит девочкам убираться из этого района, в то время как дракон бросается на него на полной скорости. Но Алан просто использует свою магическую атаку, чтобы нанести воздушный удар, который попадает в цель. Дракон и останавливает его на полпути. Дракон очень растерян, так как он король красных драконов, самый сильный дракон в мире, но Алан сразу же сканирует его и готов нанести последний удар. Но дракон начинает убегать как трус. Прежде чем прыгнуть на девочек, он обещает убить их, если Алан сделает еще хоть шаг вперед. Но Алану на это наплевать, и он наносит удар, пронзая дракона своим мечом и применяя свой последний прием, который полностью уничтожает дракона. Все радуются победе, и Алан понимает, что девочки не смогут прожить и дня в этом мире без его помощи, и решает помочь им. Отложите его уход на пенсию до тех пор, пока работа Лизы не будет закончена. На следующее утро он проснулся у дерева и увидел, что Лиза пристально смотрит на него. Затем он огляделся и увидел маленькую девочку, которая сидела и наблюдала, как герои Кира и Бетти устраивают спарринг-матч, чтобы решить, кто из них самый сильный. Внезапно Алан вспомнил, что вчера Лиза использовала исцеляющую магию класса Святой на Акире, когда та была ранена. Но Лиза говорит ему, чтобы он никому больше не разглашал эту информацию, так как это секрет, который она хранила, и Алан обещает, что ее секрет будет в безопасности с ним. Как раз в этот момент Акира подзывает Алана и заявляет, что они тоже хотят провести с ним спарринг-матч. Позже в тот же день они все собираются в фургоне. Но Акира решает, что она хочет ехать одна и не хочет ехать в фургоне. Алан спрашивает, все ли с ней будет в порядке, но она обещает, что знает, как за себя постоять, и говорит им, что возьмет девочку с собой. Это вызывает у Алана подозрения, поэтому он говорит ей остерегаться ФБР, и она уходит своей дорогой. Алан и остальные заходят в фургон, где Лиза извиняется перед Аланом за то, что в последней битве с драконом его меч сломался, и говорит ему, что она хочет пойти в близлежащая деревня, населенная дегенератами, потому что там живет ее друг по имени Кнол, который кует удивительные мечи. Алан говорит ей, чтобы она не беспокоилась об этом, но соглашается поехать в деревню, несмотря ни на что. Тем временем, вернувшись в дом Алана, его отец и его брат Карен обсуждают, как провалился их план. Оказывается, именно они послали собак-монстров напасть на принцессу, а также заключили сделку с драконом, чтобы убить героя, как они хотят, чтобы отомстить королевству. Карен начинает кричать, но его отец велит ему заткнуться, в то время как он обращает свое внимание на пожилого парня, похожего на дворецкого, и просит его собрать побольше информации о местонахождении принцессы. Вернувшись в деревню, Алан был потрясен, увидев, что местность заполнена всевозможными полулюдьми, бродящими по окрестностям, пока он искал дорогу к дому Ноэля. Внутри они находят ее лежащей на полу, что пугает Лизу, но оказывается, что она просто была вымотался после того, как проработал всю ночь. Лиза вылечивает ей спину, а потом просит ее сделать меч для Алана, но она наотрез отказывается, утверждая, что у нее много денег.
клиенток. Клиенты, которые хотят, чтобы их мечи были срочно отполированы и починены. Затем она спрашивает, что случилось с его оригинальным мечом, который Алан затем показывает ей. Она смотрит на него с отвращением и заявляет, что никогда не сможет выковать оружие для парня, который не умеет за ним ухаживать. Лиза советует ей проверить его один раз. Так что она использует свои особые способности, чтобы увидеть, как он сломался, и понимает, что этот меч использовался идеально, в полной мере, и только после этого он сломался. Это меняет ее мнение, и она соглашается выполнить работу за него, а затем выгоняет их всех, чтобы она могла работать и спокойно. После этого они втроем решают отправиться в город, чтобы найти домик для ночлега. Но оказывается, что за ними шпионила девушка в очень глупом платье, которая, как оказалось, работает на старого дворецкого. Она рассказывает ему о том, что видела, но он сбит с толку, потому что с Лизой должна быть только одна бесполезная женщина-охранник, и только не другой парень. Проведя день в городе, Алан решает продать драконью чешую, которую он собрал в гильдии искателей приключений. Немного расстроенный, Алан спускается в гильдию искателей приключений и подходит к прилавку только для того, чтобы найти там еще одного пушистого администратора. Он отдает ей чешую дракона и просит обменять ее на деньги. Но эта мысль никогда в жизни не видела чешую красного дракона и начинает кричать как сумасшедшая. Это привлекает внимание старого дворецкого, который стоит рядом со слугами, которые подходят к Алану. Дворецкий начинает спрашивать, откуда у него весы. Алан рассказывает ему, что он и его люди вступили в схватку с королем красных драконов и смогли победить в ней, поэтому он и получил весы. Дворецкий использует свои навыки, чтобы проверить его уровень, и понимает, что Алан неудачник первого уровня, поэтому он спрашивает, был ли герой в своей партии. Алан правдиво отвечает, что герой был в их группе, и вместе они победили его. Батлер кажется удовлетворен этим и выходит на улицу, где он говорит простолюдину, что этот парень законченный ботаник, который не может даже вырезать свой собственный кол, не говоря уже о том, чтобы убить дракона. Но скромница все еще испытывает опасения и утверждает, что ей кажется, будто он что-то скрывает. На следующее утро Алан и Пати возвращаются к Наэль, чтобы проведать ее, но только для того, чтобы снова найти ее лежащей на земле без сознания. Лиза помогает ей прийти в сознание, одновременно сообщая Алану, что его меч готов. Алан берет в руки тонкий голубой клинок и утверждает, что это определенно один из лучших мечей, которые он когда-либо видел. И тут же измученный жаждой эльф начинает говорить ему, что она хочет, чтобы он попробовал его на улице. Лиза немедленно пресекает это, заставляя Ноэля отдохнуть, прежде чем что-либо предпринимать. Но после этого они отправляются в лес, чтобы попытаться убить несколько монстров. По дороге они начинают разговаривать, и Алан спрашивает Наэль, почему она занимается изготовлением мечей, как это обычно делают гномы. Наэль говорит ему, что это потому, что она потеряла свою семью, когда была юной эльфийкой, и во время блуждания по лесу ее спас гном по имени Ванесса, которая была более мужественной, чем ты. Ванесса заботилась о ней, но потом произошел несчастный случай, и она потеряла ее навсегда. Прежде чем она смогла продолжить объяснение, дворецкий снова появился в лесу без всякой причины и начал спрашивать, не для того ли он здесь, чтобы убивать монстров. Но Алан сказал ему перестать вести себя как преследователь, и дворецкий быстро ушел. Алан пошел дальше и нашел несколько монстров, которых он легко уничтожил своим новым мечом, разрезав их на куски, что, по-видимому, является достаточно хорошим испытанием для меча. Но этот жаждущий сганол все еще не удовлетворен и утверждает, что они должны убить несколько более сильных монстров, и тащит его глубже в лес. Внезапно Алан останавливается и использует свои волшебные глаза, прежде чем использовать свой меч, чтобы разрубить магический барьер перед ним. Чтобы показать гигантскую мерзость в виде волка и тигра, которой у Наэль начинается посттравматический синдром Дауна, когда она понимает, что именно это существо убило Ванессу. Поэтому она просит Алана немедленно убить его, в то время как Алан стоит в замешательстве, не зная, какое правильное решение принять. Наэль начинает вспоминать о прошлом и о том, как ею ужасно пренебрегали, когда она была маленькой. Несмотря на то, что Ванесса забрала ее к себе домой, она почти никогда не разговаривала с ней и не заботилась о ней, а большую часть времени проводила, ударяя по лезвию снова и снова с явной решимостью в каждом ударе. Наэль пыталась привлечь внимание Ванессы всеми мыслимыми способами. Она выкрикивала ее имя снова и снова, но безрезультатно, и даже когда она захотела поесть, ей никто не ответил. Это ее немного разозлило, так что она пошла и съела все, что смогла найти в доме, но даже после этого Ванесса молча обращалась с ней, а та продолжала колотить по лезвию, как по маслу. Наконец-то Нул попыталась сделать что-то действительно радикальное и схватила меч, прежде чем потерять равновесие и упасть на все остальные инструменты. Но несмотря на это, Ванесса даже ни разу не взглянула на нее, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. В итоге она уснула прямо
прямо за столом. И когда наступило следующее утро, Ванесса наконец-то закончила работу над своим клинком, и только тогда Ноэль увидел на ее лице что-то похожее на улыбку. Наконец-то она возвращается к реальности и с глазами полными чая говорит Алану уничтожить существо, поскольку именно он убил Ванессу. Алан отказывается что-либо делать, так как зверь не пытается причинить им вред. На самом деле он находится далеко от человеческих поселений, мирно спит и наблюдает за происходящим. Это его личное дело. Услышав это, Ноэль выхватывает меч из рук Алана и, стиснув зубы, бежит к зверю, чтобы наносить смертельный удар, но Алан останавливает ее, предупреждая, что это бесполезно, так как вокруг зверя есть защитное заклинание, которое не позволяет атаке ниже определенного уровня попасть в него. По его словам, им понадобится священный меч, если они захотят причинить вред монстру. Но Ноэль говорит ему, что ее меч достаточно хорош, чтобы считаться священным мечом. Алан говорит ей, что ее меч и близко не дотягивает до уровня священного меча, и как бы она ни старалась, лезвие не оставит на звере даже царапины. Сказав это, он начал уходить, сказав ей, что она может делать все, что ей заблагорассудится. На следующий вечер он возвращается в город и встречается с Лизой и Бетти, прежде чем рассказать им всю историю о том, что только что произошло в глубине леса. Лиза недоумевает, почему огромный монстр прячется в джунглях и ничего не делает. Но Алан утверждает, что он подозревает, что кто-то намеренно привел монстра в этот район, поскольку они использовали заклинание, которое сделало зверя невидимым невооруженным глазом. Затем он поворачивается к Лизе и спрашивает ее, какова была истинная причина, по которой она хотела прийти сюда, поскольку он сомневается, что она придет сюда просто так, чтобы попытаться создать меч. Лиза смущенно улыбается, прежде чем признаться, что он прав, и они приехали сюда, чтобы расследовать убийство генерала своей армии. По ее словам, генерал был очень праведным и хорошим человеком, но однажды его нашли убитым в собственном доме без каких-либо признаков жизни. Злоумышленники и никаких улик, кроме того факта, что убийца забрал голову генерала с собой, оставив тело на месте. Бетти подозревает, что это дело рук демона, поскольку ни один человек не обладает таким умением, но они понятия не имеют, зачем демону понадобилось так скрытно убивать генерала. Тем временем в лесу простолюдинка проверяет чудовищного волка, но недоумевает, как такое обычное человеческое существо, как Алан, может так легко разрушить барьер невидимости, который она ставит. Затем она возвращается в город, чтобы встретиться с дворецким и отчитаться перед ним. Дворецкий утверждает, что этот город скучный, и он хочет уехать, поэтому он велит простолюдину пойти и убить принцессу, а также эльфа Ноэля, что удивляет девочку. Дворецкий замечает это и возвращается к ней, говоря, что у нее нет выбора, так как на ее шее появляется рабский ошейник. В ту ночь Ноэль снова начинает работать над лезвием после того, как Алан дал ей кучу информации о проблемах с лезвием. И на этот раз я был полон решимости создать клинок, с которым никто не мог бы сравниться. Она продолжает нажимать на лезвие точно так же, как это делала Ванесса, но в конце концов выматывается и засыпает прямо там, где лежала. В своих снах она снова становится свидетельницей событий, произошедших в тот ужасный день, когда на их дом напал чудовищный волк вместе с дворецким, который хотел стереть Ванессу с лица земли только потому, что она пыталась создать мечи, которые могли бы соперничать со священными сокровищами. Волк толкает ее через весь дом, когда она отскакивает назад, но ей удается удержаться на ногах, прежде чем броситься в атаку, но к ее удивлению. В тот момент, когда ее клинок коснулся волка, он разлетелся на тысячи осколков, а волк разорвал ее на части своими острыми зубами. С кровью, стекающей по его зубам, монстр разворачивается, чтобы прикончить Ноэля, но внезапно его поражает огромная вспышка молнии, и герой предстает перед Ноэлем. Волку на самом деле все равно, и он пытается напасть на нее, но она снова бьет монстра током, от которого тот отмахивается как от пустяка, прежде чем напасть снова. Героиня контратакует и умудряется полоснуть монстра по лицу благодаря своему священному мечу, который пугает дворецкого настолько, что он решает скрыться с места преступления. Герой извиняется за то, что не смог спасти Ванессу, но Ноэль в отчаянии, потому что даже после того, как Ванесса вложила всю свою тяжелую работу в этот клинок, он просто разлетелся вдребезги при ударе. Она плачет навзрыд, клянясь, что сделает клинок, который будет лучше, чем священный меч. На следующее утро она просыпается, чувствуя себя намного лучше и легче. Она задается вопросом, исцелила ли ее Лиза, и выходит проверить, но никого не находит. Поэтому она снова принимается за свою работу, в то время как выясняется, что Алан исцелил ее ночью, чтобы убедиться, что она осталась здоровой. Позже в тот же день она наконец закончила работу над мечом, и на этот раз уверенная в том, что меч достаточно силен, чтобы соперничать со священным сокровищем. Она бродит ночью в полном одиночестве, чтобы попытаться убить монстра. Она обнаружила, что волк все еще спит, и попыталась прыгнуть на него, но волк учуял ее и отбросил на дерево. После этого ей едва удалось встать, когда появился дворецкий, похваливший ее за стойкость, поскольку большинство людей умирают от удара волка. Она снова бросается на монстра, но благодаря силе плохой анимации волку удается увернуться и ударить ее ногой в спину. Дворецкий велит ей произнести последние молитвы,
но как раз в тот момент, когда монстр собирался убить ее, Алан появляется посередине и рубит волка прочь. Дворецкий смеется и говорит Алану, что это был его план, поскольку оказывается, что низший входил в покой принцессы, чтобы покончить с этим. Она спит, но обнаруживает, что ее кровать пуста. Бетти и Лиза немедленно окликают ее сзади, так как благодаря барьерам, установленным Аланом, они могут видеть сквозь заклинание невидимости. Низшая сразу же пытается атаковать, но Бетти перехватывает ее и, немного поколесив взад-вперед, отталкивает назад. Она уже собиралась нанести завершающий удар, но принцесса останавливает ее. И, используя это в своих интересах, она бьет Бетти по голове и хватает Лизу за руку, но останавливается прямо перед тем, как убить ее. Принцесса понимает, что эту девочку заставляют драться, когда Бетти бьет ее по голове, и она теряет сознание. Тем временем Дворецкий приказывает волку убить как Ноэля, так и Алана, но в отличие от того, что случилось с Ванессой, когда волк напал на Алана, он смог разрезать ее на куски, пронзить его насквозь, не сломав его меча. Волк тут же умирает, и трусливый Дворецкий, опасаясь за свою жизнь, тут же убегает. Алан отвозит Ноэля обратно в город, где он встречается с Лизой, и они отправляются допрашивать беднягу. В итоге они узнают, что она попала в рабство, когда Дворецкий совершил набег на ее деревню и убил всех. Так что у нее не было другого выбора, кроме как работать на него, поскольку у нее нет дома. Это напоминает Ноэль о ее собственном детстве, и подобно тому, как Ванесса забрала ее домой. Она подходит к скромнице и освобождает ее от ограничений, заявляя, что заберет ее к себе и что они смогут жить вместе в ее доме. Это делает ее по-настоящему счастливой, и она начинает плакать, что решает большинство проблем, но Алан все еще не закончил и хочет покончить с Дворецким навсегда. Он снова отправляется в лес один и использует свои специальные атаки, чтобы попытаться найти Дворецкого, но оказывается, что пока он находится в лесу, он все еще не закончил. Он прятался за горами, но в конце концов демон нашел его и убил, прежде чем покинуть это место. Оказывается, приказ убить Дворецкого отдал никто иной, как сам отец Алана, который нанял демона и также несет ответственность за убийство генерала королевства. Он говорит демону, что хочет прикончить не только принцессу, но и героя, но его сын встревает между ними, говоря отцу, что хочет лично разобраться с вечеринкой принцессы. Тем временем Ален и его компания находятся в мастерской Ноэля. Они пытались найти какие-нибудь зацепки об убийцах генерала, но до сих пор не нашли ни одной зацепки. Ноэль внезапно подал Алану идею, рассказав историю о некой деревне неподалеку, где ночью появляется призрак в серебряных доспехах и бродит по кладбищу. Бетти сходит с ума, услышав эту историю, потому что она боится призраков как пятилетний ребенок, и в то время как все заняты тем, что дразнит ее. Узнав об этом, Лиза решает расследовать историю с привидениями. Алан тоже согласен с этим, потому что демоны могут знать, как воскрешать людей из мертвых, и они могут найти какие-то подсказки, если эта история правдива. Итак, в тот вечер Алан и его компания отправляются в деревню и находят людей, которые усердно трудятся, готовясь к Хэллоуину. Лиза спрашивает жителей деревни, не видели ли они в этих краях человека в серебряных доспехах. Они никогда не видели ничего подобного, и Лиза разочарована их ответом. Алан говорит, что им тоже стоит заглянуть на деревенское кладбище, потому что Ноэль ясно упомянула об этом в своей истории. Они находят кладбище пустым, но Бетти полностью начеку, и, услышав шелест листьев, она немедленно поворачивает обратно. Она ожидала увидеть врага, но все, что она видит, это мужчину с совершенно белыми глазами. Они ничего не подозревают и следуют за мужчиной, который ведет их к дому деревенского старосты. Они встречают деревенского старосту, который отрицает, что видел призрака в серебряных доспехах в этом районе. Однако в качестве утешения он приглашает Лизу и других остаться на 2 дня и стать свидетелями завтрашнего фестиваля. Алан немедленно принимает его предложение, и староста деревни организует для них ночлег. Когда Лиза спит в своей комнате, ей снятся сны о ее детстве. Она видит своего дядю, который был рыцарем и ее телохранителем. Она очень любила его, и он тоже обожал ее. Внезапно ее сон нарушается скрипом половиц, и она выходит на улицу посмотреть, не происходит ли чего. Когда Лиза смотрит в окно, она потрясена, увидев рыцаря в серебряных доспехах, который удивительно похож на ее дядю. Рыцарь начинает уходить, а Лиза гонится за ним и в конце концов оказывается на кладбище. Ночь исчезает, а затем внезапно из-под земли появляются зомби. Лиза кричит от ужаса, но потом Алан будит ее. Оказывается, ей просто приснился дурной сон, но чувство ужаса и одиночества еще не покинуло Лизу. Поэтому она цепляется за Алана и просит его позволить ей побыть в таком состоянии еще какое-то время. День меняется, и на следующий вечер жители деревни наряжаются призраками, чтобы отпраздновать Хэллоуин. Они разжигают огромный костер и танцуют вокруг него, а Алан и девочки наблюдают за ними. Внезапно к ним подходит вчерашний мужчина с белыми глазами и просит присоединиться к празднику. Лиза говорит, что устала и хочет отдохнуть, но просит Бетти и Алана насладиться фестивалем.
Алан подозревает, что в деревне творится что-то неладное, поэтому он использует свои волшебные глаза, чтобы быстро просканировать их. Затем он принимает приказ Лизы и бежит к танцующим жителям деревни, а Бетти следует за ним. Как только Лиза остается одна, перед ней появляется странная полоса дыма, и она внезапно слышит голос своего дяди. Она оборачивается и видит его за толпой деревенских жителей, поэтому она с нетерпением бежит к нему. Она продолжает проталкиваться сквозь толпу деревенских жителей, пока ночь погружается в темноту. В конце концов, Лиза добирается до темного леса, и таинственный дым вокруг нее становится еще плотнее. Перед ней появляется серебряный рыцарь, и это действительно ее дядя. Он говорит ей, что ходить ночью в лес опасно, но Лиза просто отвечает, что она ничего не боится, потому что он здесь с ней. Она вспоминает, что однажды он охранял ее, когда она шла по опасному горному маршруту. На их карету напали монстры, и ее дядя выбежал на улицу, чтобы отбиться от них. Он изо всех сил старался защитить Лизу и напал на монстра, нацелившегося на нее. Однако монстр не умер от его первого удара и вместо этого напал на него. Рыцарь был серьезно ранен, и монстр схватил его за челюсть и начал улетать прочь. Рыцарь использовал всю свою силу, чтобы пронзить сердце монстра, и они оба упали в реку внизу. Это был последний раз, когда Лиза видела его, и поскольку поисковая группа так и не нашла его, она поверила, что он где-то жив. Теперь она спрашивает его, где он был все это время, и рыцарь отвечает, что он горел ненавистью к королевской семье, скрываясь и замышляя заговор его месть. Рыцарь говорит Лизе, что ее отец, король, пытается убить ее, и она изо всех сил пытается поверить в то, что только что услышала. Ее дядя утверждает, что император преследует людей, рожденных с природными способностями. Он говорит, что среди этих одаренных людей есть герой Наэль, генерал, который потерял свою жизнь, и даже Лиза, обладающая силой святой. Рыцарь верит, что король считает таких людей, как они, апостолами Бога, которые восстанут против него и разрушат его страну. Именно поэтому он собирается убить их всех. Затем рыцарь протягивает руку к Лизе, прося ее присоединиться к нему и победить ее злого отца. Лиза ошеломлена его словами, но все же решает не доверять ему слепо. Она утверждает, что даже если то, что он сказал, правда, она верит, что они могут решить эту проблему, мирно поговорив с королем. Рыцарь понимает, что девушка не поддастся на его уловки, поэтому он раскрывает свою истинную природу и начинает левитировать, используя темную магию. Он нападает на Лизу, но затем внезапно появляется Алан, чтобы спасти свою девушку. Он блокирует атаку рыцаря и вынуждает его отступить. Алан рассказывает, что все это время не спускал глаз с Лизы, и он знает, что прямо сейчас рыцарем управляет демон. Он использует свои магические силы и разрушает заклинание, наложенное на тело рыцаря, чтобы освободить его от контроля демона. Лиза беспокоится о своем дяде, но он встает и говорит ей, что ее переживания напрасны, потому что он уже мертв. Он благодарит Алана за то, что тот освободил его от заклинания, которое заставило его напасть на собственную племянницу. Он признается, что все, что он сказал Лизе о том, что король пытался убить ее, было ложью. Затем рыцарь просит Алана позаботиться о Лизе ради нее, и он обещает, что позаботится о ее безопасности. Рыцарь рад это слышать, а затем он обращается к Алану со своей последней просьбой и вызывает его на спарринг. Алан милостиво принимает вызов, и рыцарь бросается к нему первым. Алан блокирует его первую атаку, а затем двое мужчин обмениваются ударами, демонстрируя свои навыки владения мечом. Когда Лиза видит их, она вспоминает, как ее дядя однажды пообещал защищать ее от любой опасности в мире, пока мужчина сильнее его не будет готов встать на ее сторону. Сегодня тот день, когда сбылось давнее желание ее дяди. И когда он лежит на коленях у Лизы после поражения от Алана, он просит ее перестать плакать. Он говорит, что она действительно была ему как дочь, и желает ей счастья на всю жизнь, когда он делает свой последний вздох. Позже той же ночью, когда Алан наблюдал за деревней с крепостной стены, к нему подошел деревенский староста. Он спросил Алана, как давно ему известен их секрет, и тот признался, что знал это с самого начала. Все люди в этой деревне были мертвы, а деревенский староста управлял ими с помощью магии. Алан говорит, что несмотря на то, что он знал об этом, он не хотел беспокоить эту мирную деревню. Однако деревенский староста не намерен мириться с его милосердием, потому что на самом деле он демон. Он призывает своих зомби, чтобы те напали на него, но Алан использует свою силу и разрушает контроль деревенского старосты над зомби. Затем он посылает летящий удар, который разрезает деревенского старосту демонов и всех его зомби на две части. Они распадаются, а деревенский староста оставляет после себя магическое ядро. На следующий день, когда они возобновляют свое путешествие, Алан анализирует магическое ядро и обнаруживает в нем силы своего младшего брата. Он считает, что его младший брат стоял за реанимацией дяди Лизы, а также за смертью генерала.
Однако Лиза внезапно получает сообщение от солдата, который сообщает ей, что генерал, который должен был быть мертв, внезапно вернулся к ним, и никто не может этого сделать. Поверь этой новости. С другой стороны, младший брат Алана Бред мечтает о том дне, когда все пошло под откос. Это был день, когда умерла его мать, а его отец потерял свое сердце и всю веру в этот мир, которая у него была. Он стал ожесточенным и обиженным человеком, который смотрел на своих сыновей с отвращением и презрением. Бред был слишком мал, чтобы понимать, через что проходил его отец, и часто получал от него насмешки. Слуги говорили о том, что Бред только забавлялся, несмотря на потерю матери, и сравнивали его с Аланом, который был гораздо более зрелым для своего возраста. Бред вымещал свою обиду на Алане и обвинял его в том, что он смотрит на него свысока, совсем как их отец. Он внезапно просыпается в холодном поту и в отчаянии бьет кулаком по подушке из-за этого сна. Вскоре он идет поприветствовать своего отца, который маниакально смеется, читая письмо. Письмо в его руке горит, когда он заявляет, что пришло время начать мстить этому королевству и самим богам. Ошеломленный реакцией своего отца, Бред думает, что он единственный, кто подходит для того, чтобы покинуть эту семью. Тем временем по городу начинают циркулировать слухи о возвращении мертвого генерала к жизни. Мало того, оживший генерал, похоже, присоединился к восстанию против короля и пытается убедить горожан перейти на его сторону. Капитан королевских рыцарей Эдвард и его помощник прогуливаются по городу, прислушиваясь к сплетням. Помощник считает, что слухи были неизбежны, но они распространяются подозрительно быстро. Эдвард также считает, что кто-то намеренно пытается распространять слухи, и его помощник спрашивает его, что он думает о возвращении генерала к жизни. Он отвечает, что не имеет значения, является ли генерал самозванцем или призраком, потому что если он ведет себя как враг королевства, то рыцари одолеют его. Он уверен, что если бы генерал был жив, он принял бы то же решение, что и он. Они входят в переулок, где перед ними внезапно появляется высокая фигура в капюшоне. Оба рыцаря готовятся к бою, но мужчина частично снимает капюшон, чтобы показать, что он архиепископ церкви. Эдвард спрашивает его, что он делает здесь, в таком опасном месте, как это один, и архиепископ отвечает, что хочет поговорить с ним тайно, и приглашает, чтобы он пошел с ним. Эдвард принимает приглашение, несмотря на подозрения своего помощника. Он утверждает, что не собирается участвовать в битве, а это просто поездка для сбора информации. Он уезжает вместе с архиепископом, но его помощник все еще не может избавиться от неприятного чувства. Архиепископ ведет Эдварда на тренировочную площадку для рыцарей, а затем сразу же погружается в воду. Эдвард остается совсем один на тренировочной площадке, как вдруг кто-то нападает на него сзади. Он вовремя чувствует жажду крови нападающего и прекращает атаку, только чтобы обнаружить, что это его старый друг и отец Алана Крейг. Эдвард отталкивает его, и они обмениваются несколькими приветствиями, говоря о том, что они совсем не изменились за столько лет. Эдвард замечает, что не видел Крейга с похорон своей жены, и спрашивает его, почему он вдруг оказался здесь. Крейг смеется, называя его дураком. Он рассказывает, что архиепископ уже находится под их контролем и нападает на Эдварда, который еще не понял, что происходит. Он блокирует атаку Крейга, требуя объяснений, и Крейг заявляет, что ему больше не нужен этот мир. В другом месте Бред путешествует в экипаже, чтобы осуществить свои планы. Однако единственное, что у него на уме, это воспоминания о смерти его матери. В то время он был не в состоянии осознать концепцию смерти и спросил Алана, почему их мать не просыпается. Алан просто сказал ему, что все люди когда-нибудь умирают, и утешил его, взяв за руку. В то время их отношения были не такими уж плохими, и Бред часто навещал его, когда ему не спалось по ночам. Он спросил Алана, не был ли он неудачником, потому что их отец ранее назвал его неудачником. Алан пытался убедить Бретта, что он не был неудачником, и что ему не следует обращать внимание на людей, которые оценивают его достоинство, не давая ему шанса. Однако он мог плакать только потому, что не мог поверить словам своего брата, а не отца, и убежал от Алана. Вскоре он начал расти, и их отец узнал его и стал относиться к Алану как к неудачнику. Бред был рад папиному вниманию, а также расстроен тем, что несмотря на то, что все называли его неудачником, Алан не обращал на это абсолютно никакого внимания. Бред сказал ему, что он недостоин их фамилии, но Алан сказал ему, что если он когда-нибудь обнаружит, что идет по неверному пути, ему следует обратиться к нему за помощью. Бред выходит из своего ностальгического путешествия, когда перед ним появляется таинственная фигура. Таинственный человек сообщает ему, что их приготовления завершены, и просит Бретта доложить о происходящем с его стороны. Он отвечает, что использовал свой дар, чтобы контролировать архиепископа и выманить Эдварда. Таинственный человек считает Эдварда опасным противником, потому что он может нейтрализовать любой дар в радиусе 1 метра, и именно поэтому он считается непобедимым на поле боя.
Бред утверждает, что его отец уже имеет дело с Эдвардом, так что им не нужно беспокоиться о нем. Если возникнет наихудший сценарий, он готов использовать свои особые способности, чтобы осуществить их план, не подвергаясь влиянию способностей Эдварда. Он напоминает таинственному человеку, что его сторона постоянно терпит неудачи, и спрашивает, добьются ли они успеха на этот раз, что приводит мужчину в ярость. Внезапно его напарник телепортируется прямо рядом с ним и сообщает, что появился герой. Они исчезают после предупреждения Бретта, что он не потерпит никаких неудач, и он полон решимости не потерпеть неудачу, как его старший брат. Тем временем герой Акира и девочка Сара, которую она усыновила, путешествуют по городу. Акира замечает фигуру в капюшоне, которая следует за ними, и быстро ускоряет шаг. Как только она достигает уединенного места, она приказывает своим преследователям выйти из укрытия, и 4 мужчин в капюшонах появляются вокруг нее и заявляют, что убьют ее. Акира не думает, что они способны на это, и нападавшие соглашаются. Однако они активировали заклинание, которое наложили на Сару и всех жителей ее деревни, превратив ее в живую бомбу. Пока Акира пытается успокоить девочку, люди в капюшонах заряжают свои огненные шары, и их лидер заявляет, что как только огненные шары попадут в девочку, ее жизненная энергия будет использована в качестве топлива, и она взорвется. Они спрашивают Акиру, умрет ли она вместе с девочкой или бросит ее, чтобы спасти ей жизнь. Акира сомневается, но внезапно Сара отталкивает ее, приказывая бежать. Она отказывается это делать и крепко обнимает девочку, когда в них летят огненные шары. С другой стороны, помощник Эдварда привел с собой несколько рыцарей, чтобы присмотреть за их капитаном. Внезапно перед ними появляется одна из фигур в капюшонах. Ассистент запрещает рыцарям атаковать, потому что он может сказать, что таинственный незнакомец намного сильнее их. Однако он заявляет, что он здесь не для того, чтобы причинить им вред, и предлагает рассказать им правду о мире. В главном городе архиепископ и возрожденный генерал Сирил внезапно появляются перед публикой. Бред манипулирует ими, используя свои особые способности. Генерал Сирил I приносит извинения людям за путаницу и панику, вызванные информацией о нем. Затем он немедленно переходит к своей повестке дня и говорит, что расскажет им правду об этом мире прямо сейчас. Архиепископ выходит вперед и говорит, что боги лгут им. Он утверждает, что дары, которые получает каждый, не являются божественными благословениями, что вводит людей в заблуждение. Сирил просит их подумать об этом. Он подчеркивает, что жизнь каждого человека определяется дарами, которые он получает. Однако многие люди не получают тех подарков, которые они действительно хотят или заслуживают. Архиепископ заявляет, что боги используют дары, чтобы управлять людьми как марионетками. Но есть способ перестать быть их рабами. Он говорит всем, что если они откажутся от своих даров, то освободятся от контроля богов и станут хозяевами своей судьбы. Люди не верят тому, что слышат, поэтому генерал Сирил говорит, что у них есть кто-то, кто может ответить на их сомнения. После этого появляется Бред и говорит всем оглянуться назад. Они находят там гигантского монстра, похожего на собаку, и сходят с ума, увидев его. Бред говорит им, чтобы они не беспокоились, так как монстр был создан ими искусственно, чтобы помогать им в выполнении различных задач. Сирил говорит, что один монстр равен 10 солдатам, и у него нет слабых мест. Все верят словам генерала, но считают, что, несмотря на свои способности, искусственное существо не может заменить дары каждого. Бред говорит, что теперь в игру вступают его способности. Его способность называется марионетка, и архиепископ утверждает, что она может выявить истинные скрытые способности человека, и даже если они откажутся от своих даров, то с его помощью смогут стать намного сильнее. Он уверяет, что эти способности будут развиваться по их собственной воле и приведут мир к новой эре процветания. Люди начинают верить в них уже сейчас, но задаются вопросом, что произойдет, когда Бред уйдет из жизни. Он тоже ждал этого вопроса и вызвал одного из своих товарищей в капюшонах, чтобы тот ответил на него. Он заявляет, что как только он уйдет из жизни, его друзья помогут людям, отдав свои дары и раскрыв свой скрытый потенциал. Таинственная фигура снимает капюшон, чтобы показать, что на самом деле это демон. Толпа впадает в панику, увидев это, но Брент уверяет их, что ему удалось установить дружеские отношения с демонами. Он заявляет, что именно демоны рассказали им правду о дарах, и именно они могут помочь им избавиться от них. Он говорит всем, что им не нужны подарки, чтобы жить хорошей жизнью, и они радуются, принимая его слова как истину. Бред наслаждается их признательностью и думает, что он всем им нужен. Тем временем битва между Эдвардом и Крейгом подходит к концу, и ночной капитан оказывается на стороне проигравших. Он уверен, что уничтожил дар Крейга, но он слишком силен даже без него. Он внезапно осознает, что источником его силы является не его дар,
а его уровень, который подтверждает Крейг. Он заявляет, что повышая уровень, можно выйти за пределы человеческого бытия и обрести силу, необходимую даже для убийства богов. Вскоре Эдварда обезоруживают и ставят на колени, а Крейг направляет на него свой меч, как вдруг на арену выходит человек в капюшоне. Крейг спрашивает его, победил ли он героя, но вместо этого человек нападает на него, прежде чем показать, что это сам герой Акира. Когда демоны напали на нее ранее, вместо того, чтобы взорваться, Сара создала защитный барьер, дав Акире шанс покончить с демонами. Она вспомнила, что Алан переписал заклинание проклятия на Сару перед тем, как они расстались, и благодаря этому все разрешилось мирным путем. Тем временем помощник Эдварда также отказывается от учений, которые дал ему демон в капюшоне, и говорит, что даже если дары используются для контроля над ними, они защищают королевство, как его рыцари по собственной воле. Он и его люди достают мечи. Но демон просто исчезает и начинает охотиться на рыцарей одного за другим. Даже ассистент ранен, но он все еще не готов отказаться от своих рыцарских идеалов. Внезапно появляется женщина-рыцарь Бетти, чтобы поддержать его. Вернувшись на городскую площадь, Бред купается в лучах славы, когда люди принимают его как своего спасителя. Как вдруг он слышит знакомый голос, спрашивающий, хорошо ли ему живется. Он смотрит вперед и видит, что Алан здесь. И это заставляет всю сдерживаемую ярость внутри Бретта взорваться, когда он готовится встретиться лицом к лицу со своим братом. Алан просто достает маленький голографический проектор, который показывает, как Бетти противостоит демону на своей стороне. Она спрашивает демона, были ли они в сговоре с семьей Вестфельд и пытались ли убить генерала Сирила и принцессу Лис. Демон подтверждает это, и Бетти спрашивает его, какова его цель. Уверенный, что женщина умрет от его рук, демон раскрывает ей свой план, не подозревая, что там находится низший. Держа в руках устройство, которое передает все, что он говорит Алану, в режиме реального времени. Демон говорит, что люди, обладающие такими могущественными способностями, как полководческий дар и ложь, будут только мешать осуществлению их планов. Это сообщение слышат все люди на городской площади, и Бред впадает в панику, обнаружив, что его план раскрыт. Он в ярости на Алена за то, что тот доставляет ему неприятности, и громко кричит на него, чтобы он не мешал им в их плане. Все это слышат, и Бред понимает, что он все испортил. Внезапно появляется принцесса Ложь и рассказывает всем, что на ее жизнь было совершено покушение, и на нее напал искусственный монстр, похожий на того, которого они видят. Люди верят ей, и Бред теряет рассудок, осознав, что его план никогда не увенчается успехом. Он начинает смеяться как сумасшедший и просит Алана не винить его за то, что он сделает дальше. Он использует свою способность марионетки, чтобы контролировать рыцарей, и заставляет их нападать на публику. Но Алан реагирует раньше и разрывает нити. Архиепископ и генерал также теряют сознание, так как навык Бретта теряет свое влияние на них. Он кричит от ярости и выпускает на волю своих искусственно созданных монстров. Увидев это, все впадают в панику, и пока Лис направляет их в безопасное место, Алан смотрит на своего брата. Он думает, что если бы он воспитывал его лучше, он бы не стал таким. Но, вспоминая прошлое, он уверен, что Бред отказывался от всех его предложений о помощи. Теперь он полон решимости спасти своего брата от превращения в неисправимого злодея. Бред бросается к нему, называя его неудачником и одновременно бросая в него свои веревки. Алан просто хватает эти веревки, притягивает брата к себе и вырубает его всего одним ударом. Тем временем Лис утешает плачущего ребенка, и Алан просит ее позаботиться об эвакуации и других вещах здесь. Он хочет остановить коварные планы своего отца прямо сейчас, но Лис беспокоится, что это будет эмоционально разрушительная битва для него. Ален помнит, как холодно относился к нему его отец, но он все равно хочет остановить его злые действия. С другой стороны, Бетти сражается с демоном на улицах. Эта битва сбивает с толку ночного ассистента, потому что все, что он видит, это искры от столкновения их клинков. Бетти принимает помощь от Лаули и становится невидимой, так что демон не может встретиться с ней лицом к лицу. Демон понимает, что его превосходит, поэтому он планирует отступить, но Лаули замечает это и бросает в него кинжал. Бетти сразу же после этого начинает действовать и наносит смертельный удар в сердце демона. После того, как демон распадается на части, помощник капитана становится на колени перед Бетти и благодарит ее. Она говорит ему, что им нужно поработать, потому что демоны атакуют весь город одновременно. Она просит всех, кто еще может сражаться, спасти горожан, и ассистент клянется спасти всех, даже ценой их жизни. Внезапно появляется Наэль, чтобы поддержать их каким-нибудь прекрасным оружием. На другой стороне герои Акира и капитан Эдвард стоят лицом к лицу с Крейгом, который загнал их обоих в угол. Он излучает интенсивную темную ауру, и Акира чувствует, что он с легкостью предсказывает все их действия. Эдвард говорит ей, что дар Крейга называется Гробовщик, и позволяет ему видеть различные варианты будущего.
Однако это требует слишком большого внимания и создает большую нагрузку на организм пользователя. Эдвард говорит Крейгу, что его жена не хотела бы, чтобы он предпринимал такие шаги ради власти. Крейг говорит ему, что он предвидел смерть своей жены снова и снова, и как бы он ни старался, он не смог изменить это будущее. Он чувствовал себя бессильным и безнадежным после того, как потерял ее, и думал, что ее жизнь была не более чем игрушкой богов. Крейг начинает проливать кровавые слезы, говоря, что дар его жены Мэриэл назывался «Священная мать», и она должна была родить героя, который спасет мир. Однако она родила такого неудачника, как Алан, который даже не получил подарка. Он рычит, выпуская из своего тела красные молнии, спрашивая, какова была цель ее подарка и ее смерти, если она не смогла родить героя. Теперь он полон решимости стереть все дары и даже богов с лица земли. Красная молния исчезает, и тело Крейга снова окружает темная аура. Акира говорит ему, чтобы он перестал так сильно вдаваться в подробности, когда простая истина заключается в том, что он не смог пережить смерть своей жены. Крейг говорит ей, что она права, и затем внезапно он начинает менять свою жизненную силу на подавляющую. Он выпускает луч темной магии в сторону Акиры, которая парирует его ударом молнии, и они равны по силе. Однако Крейг вкладывает в свою атаку больше силы и сокрушает героя, убивая ее прочь. Она врезается в стену и теряет сознание, оставляя Эдварда наедине с Крейгом. Эдвард понял, что Крейг использует силу демонов, и говорит ему прекратить это, пока он не потерял самообладание. Крейгу плевать на его мнение, и он тоже бьет его темным лучом. Эдвард чувствует, как тьма душит и поглощает его, а затем он внезапно оказывается в мире, где болезненные воспоминания Крейга проявляются в виде черных пузырей, поднимающихся из моря. Он начинает плакать и извиняться перед своим другом за то, что тот не понимает его боли, и внезапно темная аура, окружающая Крейга, исчезает. Эдвард верит, что он спас его силой дружбы, но затем Крейг наносит ему удар ножом в сердце. С этими словами он падает замертво, а Акира в ужасе от того, что она только что увидела. Она кричит на Крейга, говоря, что его друг думал о нем до последнего момента, но его это больше не волнует. Он говорит ей, что теперь ее очередь умереть следующей, и стреляет в нее темным лучом. Акира готовится к отправке в загробный мир, но атака не задела ее. Когда она открывает глаза, то видит стоящего перед ней Алана. И Крейг недоволен тем, что его сын-неудачник стоит у него на пути. Алан также отвечает, что предпочел бы, чтобы эту работу выполнял кто-то другой. Крейг собирает свою темную ауру и говорит сыну, что он всегда будет для него бельмом на глазу. Он направляет на него темный луч, но Алан легко блокирует его. Крейг ошеломлен, потому что атака была вызвана его ненавистью, и он считает, что его ненависти так просто не противостоять. Он спрашивает Алана, кто он такой, черт возьми, и тот отвечает, что он неудачник. Но даже в этом случае есть люди, которых он не может бросить, и его мама хотела бы, чтобы он тоже помогал всем. Алан излучает сияющую ауру, но Крейг все больше злится на него и просит не брать фамилию его жены. Его ненависть и темнота начинают захлестывать его тело, и он посылает мощный темный луч в сторону Алана, который с трудом блокирует его. Внезапно Алан оказывается в море горя своего отца и ощущает его бездонное отчаяние. Он видит воспоминания о смерти и похоронах своей матери, а также о своем рождении. Это первый раз, когда Алан осознает, как сильно его родители любили друг друга. Но несмотря на это, он не позволит своему отцу разрушить мир. Он высвобождает всю свою силу и рассеивает всю тьму, окружающую его. Затем он использует свой особый прием, вызывает множество эфирных мечей и направляет их на Крейга. Крейг получает прямой удар от мощной атаки, но на первый взгляд все еще выглядит нормально. Однако он внезапно начинает дрожать, а затем из-за полученных серьезных повреждений падает на колени. Он кашляет кровью на свой разбитый меч, а затем кричит на Алана, называя его неудачником. Он позволяет своей силе перейти в режим перегрузки и высвобождает ее всю сразу, создавая вокруг себя торнадо. Его сила создает в небе темные тучи, которые разрастаются и поглощают все небо. Город погружается во тьму, и люди впадают в панику, ожидая конца света. Однако Лис просит всех сохранять спокойствие и доверять Алану. На тренировочной арене Крейг все еще выделяет безумное количество темной энергии, и Акира говорит, что это за пределами человеческих возможностей. Алан говорит, что у него нет другого выбора, кроме как остановить своего отца прямо сейчас. Он начинает постепенно высвобождать всю свою силу, пока бежит к отцу. Он набирает скорость, а затем использует одну из своих самых мощных атак под названием «Вспышка» и бросается на Крейга, все его тело покрыто плотной магией. Его пронзающая атака сталкивается с темным торнадо, разбрасывая капли темной энергии во все стороны. Алан продолжает пробивать защиту своего отца,
как вдруг из торнадо появляются темные щупальцы и цепляются за него. Он оказывается в сознании своего отца, а перед ним нет ничего, кроме темной сферы. Он слышит стонущие звуки из сферы и понимает, что это его отец. Находясь в плену своей ярости, Алан понимает, что он не сильно отличался от своего отца, потому что он был, а также все это время убегал от предательств в своей прошлой жизни. В каком-то смысле он может понять, каково это быть пленником негативных эмоций. Именно поэтому он решает освободить своего отца. Он протыкает темную сферу, и внезапно перед ним появляется яркий столб света. Столб света начинает расширяться, поглощая все на своем пути, и вместе с этим тьма, окружающая Крейга в реальном мире, рассеивается. Затем, когда загорается зеленый свет, он появляется снова тяжело раненый. К нему спускается таинственно мерцающая бабочка, и как только она садится ему на руку, тело Крейга начинает разрушаться, превращаясь в ничто. Крейг наконец-то осознает, что его сын-неудачник наконец-то принял свою судьбу. Он плачет, произнося имя своей жены в качестве последних слов, которые он произнесет перед тем, как мистическая бабочка отправит его в загробную жизнь. Вскоре после этого Алан посещает короля, который дарует ему титул герцога Вестфельского за его великие заслуги в недавней битве. Однако Алан почтительно отказывается от награды, и король принимает ее. Когда он возвращается в свой кабинет, его помощник спрашивает его, был ли он уверен, что отпустит мальчика. Король помнит, как держал на руках юного лиса, который взволнованно рассказывал ему об Алане. Он думает, что мальчик спас страну и его дорогую дочь, так что это самое малое, что он может для него сделать. Тем временем Алан готовится к отъезду вместе с Ноэлем и другими непритязательными, когда к ним подбегает лис и просит их позволить ей взять ее с собой. Они удивлены, потому что принцесса не должна покидать дворец без причины, но лис сообщает им, что теперь она лис Вестфельд и будет присматривать за этим территорией. Услышав это, у Алана нет другого выбора, кроме как принять ее. Затем Ноэль спрашивает ее о Бетти, и лис говорит, что она является охранником королевской семьи. Однако сейчас лис не является непосредственным членом королевской семьи, поэтому она не может служить ей. Несмотря на это, Бетти изо всех сил старается найти лазейку, чтобы служить ей. Алан спрашивает ее, будет ли ей хорошо без нее, и лжет, утверждая, что она чувствует себя намного безопаснее, когда он рядом. С этими словами они садятся в экипаж и отправляются в свою новую жизнь. Однако они не подозревают, что в этом мире есть еще один человек, обладающий такими же способностями, как у Алана, и она тоже его знает. Она задается вопросом, почему он перевоплотился в этом мире, и решает выяснить это достаточно скоро. Алан видит сон о своей прошлой жизни, в котором крылатый ангел извиняется перед ним, когда он лежит на смертном одре. Она плачет, говоря, что не делала из него героя, думая, что он так закончит, и благодарит его за спасение мира, прежде чем спросить, каков его окончательный выбор. Просьба была. С этими словами он просыпается от сна и спускается вниз, где Лиза готовит для него завтрак. Как только Алан садится за стол, появляется Ноэль полураздетая, и Лиза приходит в ужас, увидев ее в нижнем белье. Алан говорит ей, чтобы она хотя бы что-нибудь надела, прежде чем приходить сюда. Она просто подмигивает, говоря, что он видел ее еще более уязвимой. Лиза выходит из себя и пристает к нему, требуя объяснений. Он объясняет все, когда они садятся за стол, и говорит, что в мастерской Ноэль было слишком жарко, поэтому она просто сняла кое-какую одежду, и на этом все закончилось. Затем Ноэль напоминает ему, что он должен помочь ей протестировать кое-какое новое оружие, а Лиза говорит, что он также должен помочь ей разобраться с некоторыми документами. Он даже пообещал бедняге вздремнуть вместе с ней. И Алан взбесился, потому что забыл обо всех этих обещаниях. Внезапно за ним приходит девушка с собачьими ушами из гильдии искателей приключений, потому что у них к нему куча просьб. Она начинает тащить его за собой, но Лиза и другие останавливают их. Они начинают драться друг с другом за право проводить время с Аланом, и он смущен тем вниманием, которое внезапно оказывается ему. Он успевает делать все, но из-за этого слишком устает. Позже он рассказывает всем, что планирует отправиться в соседнюю империю, чтобы сменить обстановку, и если по пути он найдет хорошее место, то поселиться там навсегда. Лизе это совсем не нравится. В то время как Ноэль скромно рассказывает об империи победителей, которая является мощной страной, находящейся в дружеских отношениях с их королевством. Она знаменита своими многочисленными кузнецами-гномами, и Ноэль решает поехать с Аланом посмотреть на империю. Даже простолюдинка говорит, что она поедет с ними, и Ноэль удается убедить Алана позволить им присоединиться к ним. Однако Лизе приходится остаться, чтобы управлять герцогством. Ну что же, она звонит Бетти и перекладывает на нее всю работу, чтобы присоединиться к Алану в его путешествии. По дороге Ноэль спрашивает ее, действительно ли она может уехать из герцогства, чтобы путешествовать, и Лиза говорит, что ей нужно посетить империю, чтобы подтвердить некоторые факты. Разные вещи. Несмотря на то, что империя поддерживает с ними дружеские отношения,
император амбициозен и напал бы на них во время хаоса несколько месяцев назад. Однако они ничего не предприняли, и она, как новая герцогиня Вестфельдская, хочет посмотреть, что они замышляют. Вскоре их карета проезжает по неровной горной дороге, и Наэль жалуется, спрашивая, не могут ли они выбрать более удобный маршрут. Внезапно Алан останавливает карету, потому что только что заметил впереди каких-то монстров, называемых песчаными волками. Наэль и Лаули говорят о том, насколько свирепы эти монстры, но Алан немедленно бросается к ним и уничтожает их в считанные секунды. Он возвращается к карете, но теперь он сомневается, что кто-то специально послал за ними песчаных волков. Через пару дней они добираются до первого по величине города Империи. Несмотря на то, что там кипит жизнь, Алан настороже, потому что ему кажется, что атмосфера здесь немного пугающая, потому что здесь слишком много охранников. Внезапно он натыкается на рыжеволосую девушку и сразу узнает в ней Хину. Даже она узнает его и спрашивает, что он делает в таком месте, как это. Он задает ей этот вопрос и спрашивает, что дочь имперского маркиза делает здесь без своей охраны. Она смутилась и попросила его отпустить ее, что он и сделал. Девочки Алана завидуют тому, что он близок с Хиной, но Лиза узнает ее. Она тоже узнает ее и спрашивает, что она здесь делает. И Лиза нервно врет, что они осматривают достопримечательности, но ее легко поймать. Хина не задает ей никаких вопросов, но дает всем совет, что империя сейчас находится в состоянии хаоса и неразберихи, и одна единственная искра может привести к катастрофе. Вот почему она хочет, чтобы Алан и его девочки вернулись в свою страну до того, как они попадут в беду. Она рассказывает, что даже рыцарям Черного Волка, которые являются самыми страшными рыцарями в империи, император дал право действовать самостоятельно. Хина велит им держаться подальше от рыцарей Черного Волка любой ценой, а затем немедленно уходит. Лиза и другие не понимают, что здесь происходит, но Алан кое-что замечает и решает преследовать Хину, оставив своих девочек позади. Алан догоняет Хину, которая на самом деле была крылатым ангелом из его сна. Она была ученицей богов в их прошлой жизни, которая постоянно указывала ему, что делать. Он спрашивает ее, предупреждала ли она их раньше как Хина или как ангел, и она отвечает, что просто была самой собой, потому что на этот раз ее силы довольно ограничены. Алан говорит, что это удивительно, что она тоже оказалась в этом мире. И Хина краснеет, когда говорит, что это потому, что он продолжает притягивать неприятности, куда бы он ни пошел, поэтому она пришла сюда, чтобы поддержать его. Она велит ему поторопиться домой, если он хочет жить спокойно, а он просто уходит, поблагодарив ее. Пока он ищет своих девочек, вдалеке раздается взрыв. Вот он и идет посмотреть, что там происходит. Он видит мужчину, который убегает от охранников и направляется прямо к нему. Разыскиваемый мужчина достает свой меч и приказывает Алану отойти в сторону, а тот просто хлопает его по спине и сбивает с ног. Внезапно мужчину окружает черный дым, а за его спиной появляется магический круг. Кровь брызжет из каждого отверстия в его теле, и мужчина умирает мгновенно. Рыцари немедленно прибывают туда, и их капитан интересуется ситуацией и присутствием там Алана. Он поднимает руки, когда ночной капитан допрашивает его. Она хочет знать, что здесь произошло, и Алан говорит, что он ударил мужчину в целях самообороны, но не убивал его. Ночному капитану трудно в это поверить, и он спрашивает, как он мог так жестоко убить человека, не используя оружие или подарок. Она объясняет, что ее дар позволяет ей видеть, какие подарки использовали другие. Обратная сторона этого дара в том, что она не может видеть, вовлечены ли в что-то демоны. Алан говорит ей, что он не демон, но он знает, что девочка не поверит ему так легко. Она утверждает, что если он не сможет предоставить ей веских доказательств, она арестует его по подозрению в том, что он демон. Когда рыцарь-капитан пытается схватить его, он внезапно становится невидимым, и она впадает в панику. Она посылает своих рыцарей перекрыть границу и искать Алана повсюду. Тем временем Алан был спасен благодаря помощи Лоли, которая привела его в канализацию, где его ждут Хина, Лиза и Наэль. Хина злится из-за того, что он попал в беду, несмотря на ее предупреждение, но он сбит с толку тем, что она делает с его девочками. Лиза объясняет, что они ждали его возвращения, когда Хина подошла к ним и попросила Лоли помочь ему. Алан все понимает и заявляет, что поскольку дар Лоли демонический по своей природе, капитану рыцарей не удалось захватить ее. Он дает ей подзатыльник за то, что она хорошо выполняет свою работу, а затем предлагает им немедленно покинуть империю. Хина говорит ему, что все границы и врата запечатаны, так что они не смогут сбежать. Даже сила низших не сможет им помочь, потому что на этот раз рыцари будут настороже. Затем Алан начинает пристально смотреть на Хину и говорит, что, возможно, она сможет им помочь. Она приводит всех к себе домой, где дворецкий узнает Алана. Он тоже узнал дворецкого Силаса, который служил в их семье до того, как его выгнал сумасшедший папаша.
Сайлас говорит Алану, что Хина наняла его и всех остальных, кого выгнали из семьи, и она очень волнуется. После этого они заходят в дом, где Наэль и Лаули продолжают подпрыгивать на диване. Алан сразу переходит к делу и спрашивает ее, что не так с Империей. Хина рассказывает им, что более года назад Император был убит. И Лиза понимает, что именно поэтому Империя не пыталась вторгнуться к ним. Наэль спрашивает Хину, можно ли ей раскрывать такую важную информацию посторонним, и она отвечает, что верит, что они не те люди, которые будут злоупотреблять этой информацией. Они расходятся по своим комнатам, а вечером Хина навещает Алана. Он спрашивает ее, подозревает ли она, что за убийством стоят демоны, и она соглашается. Она верит, что только демоны или Алан могут пройти сквозь королевскую стражу, чтобы убить его, и он говорит, что она тоже может это сделать. Хина утверждает, что в этом нет ее заслуги. Затем Алан спрашивает, с каких пор она присматривает за ним, потому что иначе она не наняла бы Дворецкого и других людей и не познакомилась бы с ним сразу после того, как он въехал в Империю. Хина говорит, что это было просто совпадение, и уходит в свою комнату. Как только она выходит из комнаты Алана, она радуется, что увидела его улыбку после того, что казалось вечностью. В их прошлой жизни она служила рядом с ним как ученица богов. Она видела, как Алан опечалился из-за ненависти, которую он получал от всех, и именно поэтому она решила перевоплотиться в этом мире, чтобы обеспечить ему счастливую жизнь здесь. Хина всегда присматривала за Аланом, и она была счастлива, что он встретил людей, которые сделали его счастливым, хотя она и завидует, что ее не было среди них. Вскоре вечеринка Алана проходит в замке Хины, но Наэль начинает закатывать истерику, потому что ей скучно. Она хочет увидеть мастерские гномов, которыми так славится Империя. Но Хина говорит ей отказаться от этого, потому что сейчас город находится под строгой охраной. Это наносит серьезный удар по психическому здоровью Наэль, и она начинает выковывать невидимый клинок из своего воображения. Алан замечает, что рыцари Черного Волка охотятся только за ним, так что с Наэль все будет в порядке, даже если она уйдет. Даже Хина подтверждает это. И Наэль сейчас очень взволнован. На следующий день они с непритязательным отправляются в город и осматривают различные кузнечные мастерские, прежде чем попробовать уличную еду. Наэль внезапно замечает, что здесь много эльфов, и все они пристально смотрят на нее. Она впадает в бред из-за того, что они считают ее милой, и начинает представлять, как она будет раздавать им автографы. Однако, когда они приближаются к ней, Лаули начинает действовать и оттаскивает Ноэля от них, выступая в роли ее телохранителя. Когда они возвращаются в дом Хёны, Наэль чувствует себя измотанной, но она также счастлива, что пользуется большой популярностью. Хона говорит ей, что она популярна среди эльфов, но не по тем причинам, о которых она думает. Она говорит Наэлю следовать за ней, если она хочет узнать причину своей популярности, и вся группа присоединяется к ней. Они достигают пустого двора, где Хина использует свои божественные силы, и с яркой вспышкой света все телепортируются в лес. Все ошеломлены. А затем Хина говорит им, что это лес эльфов, и здесь Наэль может узнать больше о себе. Лиза замечает, что они только что были в замке, и Хина объясняет, что они находятся в том же месте, но в другом измерении. Она хвастается, что лес эльфов защищен сильным барьером, потому что они не любят чужаков. Любому, кто посещает их, стирают память начисто, но у Хины есть разрешение свободно входить в лес. Алан удивлен, что эльфы смогли создать такой сильный барьер, что даже он не смог его обнаружить, и спрашивает Хину, не причастна ли она к этому каким-то образом. Она нервно признается, что была лишь небольшой частью этого, а затем начинает вести группу внутрь. Они углубляются в лес, и Наэль замечает, что она чувствует себя здесь как дома, но у нее нет никаких воспоминаний об этом месте. Скоро они обнаружат, что их окружают эльфы. Когда эльфы приближаются, все становятся настороже, но Алан не может уловить никаких враждебных намерений с их стороны. Внезапно эльфы встают на колени, и Хина говорит, что это очевидная реакция, потому что их правитель вернулся. Эльфы приветствуют возвращение своего правителя домой, и Наэль, заикаясь, спрашивает их, не о ней ли они говорят. Один эльф говорит, что они ждали ее очень долго. Но Наэль все еще не понимает, что происходит. После того, как Хина подтвердила, что она действительно последняя эльфийка королевской крови, она наконец осознала свое положение. Эльф из прошлого представляется Персивалем, представителем короля, и снова приглашает Наэль и ее друзей в лес. Он приглашает их в их поселение, которое представляет собой несколько домиков на деревьях. Эльфы используют человеческую мебель, а также играют в шахматы, и это удивляет Алана и других. Персиваль собирается объяснить, что Хина принесла все эти вещи для них,
но она велит ему заткнуться. Вскоре к Наэль подбегают двое рогатых малышей и предлагают ей несколько собранных ими желудей. Она берет по одному от каждого, и дети обещают принести ей завтра еще больше удивительных вещей. Персиваль велит детям убираться восвояси и даже просит того, кто прячется за деревьями, выйти. Мальчик по имени Фил выходит из укрытия, и Персиваль велит ему убираться, потому что их линейка занята. Нул говорит, что у нее есть время поговорить с ним, но Персиваль с этим не согласен. Фил жалуется, что другие дети разговаривали с правителем, хотя они и плохие люди. Персиваль громко ругает его за то, что он расистский кусок дерьма, и мальчик убегает в слезах. Наэлю интересно, что он имел в виду, говоря о плохих людях, но Персиваль говорит, что ничего страшного не произошло, и начинает вести группу внутрь. Тем временем в мире людей капитан Лазейд, который ранее затеял драку с Аланом, тайком выходит из здания. Ее встречает грубый подчиненный Освальд, которого она отправила на задание найти лес эльфов. Он сообщает, что потерпел неудачу, и Лизи читает ему лекцию о том, что он кровожадный боевой наркоман. Он отвечает ей тем же оскорблением, и она приставляет свой меч к его шее. Освальд даже не обращает на это внимания и возвращается к своей миссии. Вернувшись в лес эльфов, все наслаждаются вечеринкой, а Наэль находится в центре внимания. Персиваль садится рядом с Аланом и начинает рассказывать о том, каким странным было время для эльфов без их правителя. Он объясняет, что если эльфы не будут служить своим правителям, они не смогут ни расти, ни рожать детей. Персиваль благодарит Хину за то, что она привнесла надежду в жизнь эльфов, рассказав ему о Наэле. Мало того, Хина также взяла на себя смелость познакомить эльфов-затворников с другими культурами. Она принесла им человеческие вещи, и благодаря этому эльфы стали лучше понимать людей. Благодаря этому многие эльфы свободно посещают мир людей. Алан спрашивает, не Хина ли тоже привела рогатых детей в деревню. Он знает, что это дети демонов, но уверяет Персиваля, что в его сердце нет никакой ненависти к демонам. Однако ему интересно, как демоны, которых ненавидят во всем мире, мирно уживаются с застенчивыми эльфами. Персиваль объясняет, что 3 года назад Хина неожиданно попросила их позаботиться о 2 осиротевших детях демонов. Большинство эльфов были против этого. Но Хина сказала им, что если они будут жить бок о бок с другими расами, то вырастут даже без своего короля. Именно поэтому все согласились позволить детям демонов остаться здесь. Но большинство из них до сих пор не принимают их. Позже Кноль измотана из-за всего того нежелательного внимания, которое она получила, и она недовольна тем, насколько неразумными были эльфы, пытаясь убедить ее. Лаули нервно спрашивает ее, действительно ли она собирается стать правительницей эльфов, и она отвечает, что понятия не имеет об этом в данный момент. Видя, что атмосфера становится слишком мрачной, Эллен предлагает им немного отдохнуть прямо сейчас, но дает знак Хине встретиться с ним позже. Наэль остается одна в гостиной, размышляя о своем решении. Она достигла цели своей наставницы Ванессы, выковав идеальный меч, и теперь у нее нет собственной цели. Отягощенная своим замешательством, Наэль решает прогуляться на свежем воздухе. Пока она смотрит на Луну, Алан наблюдает за ней из окна. Как раз в этот момент к нему приходит Хина и спрашивает, не означал ли тот жест, что он позвал ее к себе в спальню. Она просит его быть нежным с ней, потому что это ее первый раз. И когда она подставляет губы для поцелуя, Алан говорит ей, что она может идти, так как он с ней закончил. Хина в ярости набрасывается на него за то, что он ее обманул, а после того, как она успокоилась, она спрашивает его, чего он хочет. Алан говорит, что он хочет узнать о детях-демонах. Хина первая проклинает Персиваля за то, что он такой болтливый, а затем говорит Алану, что есть несколько вещей о демонах, которых он еще не знает. Во-первых, демоны даже не являются отдельной расой. Когда человека переполняет ненависть к другим людям, и он желает смерти всем остальным, воля мира признает его демоном. Однако дети-демоны являются исключением, потому что они рождаются от родителей демонов, которые почти всегда бросают их. Их ненавидят и преследуют с того момента, как они приходят в этот мир, и именно поэтому их ненависть и демонические качества растут. Дети демонов убивают, чтобы выжить и стать сильнее, продолжая порочный круг ненависти. Хина говорит, что она нашла 2 детей, когда за ними гнались люди, и она не могла просто оставить их в покое, поэтому она спасла их. Алан улыбается ей и замечает, что это именно то, чего он ожидал от нее. На следующий день Персиваль ведет Наэль и ее друзей к таинственному озеру в глубине леса. Наэль кажется не в себе, и Хина спрашивает ее, не слишком ли она беспокоится о принятии решения. Она просит ее не испытывать чувство вины за то, что она стала правительницей эльфов, потому что они выясняют, как жить самостоятельно. Как раз в этот момент 2 детей демонов приходят туда и дарят Наэль сверкающий камень, как и обещали. Она благодарит их, а затем Хина замечает, что это камень духа,
кристаллизация эльфийской силы, которая является ценным ингредиентом в алхимии. Внезапно мальчик Фил приходит туда и выбрасывает камень духа. Он говорит детям-демонам держаться подальше от своего правителя, и они начинают плакать. Пока Нул пытается их утешить, Персиваль ругает расистского говнюка, но тот убегает. Алан понимает, что эльфы глубоко ненавидят демонов, а Хина возражает, что не только эльфы, но даже такие добрые люди, как Лиза, испытывают проблемы с общением с детьми. Затем Хина уходит и находит плачущего Фила на улицах человеческого города. Она говорит, что раньше он вел себя довольно подло, а он отвечает, что терпеть не мог, когда демоны приближались к правителям. Хина спрашивает его, делали ли демоны ему когда-нибудь что-нибудь плохое, и он отвечает, что нет. Она садится рядом с ним и говорит ему, что дети демонов относятся к правителю так же, как и он сам. Она говорит Филу, что он должен стараться дружить с детьми и хорошо к ним относиться, потому что они младше его. Она уходит, сказав мальчику, чтобы он тоже поскорее возвращался домой. Фил понимает, что должен согласиться на участие в детях демонов, но как только он встает, то видит перед собой злобного рыцаря Освальда. Он пытается убежать, но Освальд хватает его за шею, а затем обнажает свой меч, прося Фила показать ему дорогу к детям демонов. Эльфийский лес. Тем временем в деревне эльфов устраивается грандиозный праздник в честь их правителя. В то время как все поражены гостеприимством эльфов и наслаждаются жизнью, Наэль почему-то выглядит мрачным. Хина спрашивает Алана, все ли будет в порядке с Наэль, потому что она выглядит так, словно мысль о том, чтобы стать правительницей, сильно повлияла на нее. Алан занят тем, что набивает рот, и замечает, что у любого на ее месте тоже пропал бы аппетит. Хина хочет как-то помочь Наэлю, но Алан отвечает, что это то, что она должна решить сама. Однако их опасения совершенно беспочвенны, так как единственная причина, по которой Наэль не интересуется едой, заключается в том, что она хочет есть мясо, а не фрукты и овощи. Позже Хин решает уйти и поручает Персивалю показать гостям окрестности. Персиваль говорит, что ей самой нет необходимости выходить на поиски пропавшего человека, но она уверяет его, что ей тоже пора возвращаться домой, так что это не будет проблемой. Это проблема для нее. С этими словами она уходит, а Алан спрашивает Персиваля, не случилось ли чего. Он отвечает, что мальчик по имени Фил ушел из леса и до сих пор не вернулся. В городе Кена ищет Фила на улицах, но нигде не может его найти. С другой стороны, Алан и его друзья вернулись в поселение эльфов, и он заметил, что эльфы действительно беззаботны. Лаули оглядывается по сторонам и говорит, что они кажутся скорее ленивыми, чем беззаботными. Персиваль отвечает, что слово «трудолюбивый» не очень подходит эльфам, потому что они живут слишком долго и растут слишком медленно. Их восприятие времени также отличается от восприятия других рас. Именно поэтому тяжелая работа становится для них бесконечно менее полезной. Смиренный спрашивает Персиваля, как эльфы добывают пищу, если они не работают. Он просто протягивает руку, и в ней появляется яблоко. Всем интересно узнать, в чем секрет его фокуса, и он объясняет, что когда бы они ни пожелали, лес делится с ними своими богатыми продуктами, потому что эльфы — это часть леса. Ни Лиза, ни Нол не могут полностью осознать эту концепцию, но Алан использует свои волшебные глаза, чтобы обнаружить, что эльфы и лес обладают одинаковой энергетической характеристикой, и Персиваль впечатлен этим. После подробного объяснения о связи между лесом и эльфами, Персиваль спрашивает Наэль, что она думает о лесе. Она отвечает, что он красивый и мирный, но в нем чего-то не хватает. Внезапно вмешивается Алан и спрашивает Персиваля, может ли он тоже жить в лесу. Он говорит Лизе, что всегда мечтал найти спокойное место для жизни, и лучше этого ничего быть не может. Персиваль отвечает, что для того, чтобы жить здесь, Алану пришлось бы доказать, что он один из них, а он даже не может сказать ему, как это сделать, потому что именно лес решает все. Алан говорит, что он действительно хочет остаться в деревне, и Персиваль извиняется, потому что он не может нарушать правила ради кого бы то ни было. Затем Наэль спрашивает его о детях демонов, и он отвечает, что они просто присматривают за ними некоторое время. Он верит, что как только они немного подрастут, дети уйдут. Алан находит лазейку в законе и спрашивает Персиваля, может ли он тоже ненадолго остаться в деревне. Он считает, что это было бы прекрасно, и тогда Алан спрашивает его, как они определяют понятие «короткий срок». Персиваль говорит, что это займет около 100 лет, и Лиза приходит в ужас, услышав это. Внезапно начинает дуть ветер, и Персиваль получает сообщение из леса. Алану любопытно, и Персиваль говорит ему, что у них гость, но это кто-то, кого лес не знает.
Лаули спрашивает, не является ли это кем-то подозрительным, но он говорит ей, чтобы она не нервничала, потому что в Империи много людей, которые могут попасть в их лес законным путем. Затем он извиняется перед Ноэлем, заявляя, что вынужден прервать их тур, потому что ему нужно принять их гостя. Ноэль говорит ему, что у нее нет никаких проблем, после чего Персиваль уходит. После этого Алан предлагает им вернуться в деревню, но Ноэль хочет исследовать лес. Однако он считает, что будет плохо, если они столкнутся с кем-то из Империи, и она понимает это. Они возвращаются к себе домой, и Ноэль играет в шахматы с Лаули, у которой свой набор правил. Тем временем Лиза спрашивает Алана, действительно ли он планирует остаться в лесу, и он отвечает, что серьезно рассматривает этот вариант. Это заставляет ее ревновать, и она надувает губы, говоря, что, конечно, он хочет остаться здесь, потому что здесь его дорогая Хина. Алан понимает ее ревность, но уверяет ее, что его отношения с Хиной совсем не такие, как она думает. Лиза недовольна таким ответом и просит его рассказать ей подробности, на что он нервно отвечает, что это трудно объяснить. Он говорит, что это похоже на то, как будто они с Хиной связаны судьбой, и это снова наводит Лизу на неправильные мысли. С другой стороны, Хина возвращается в свой особняк, где находит Лизит, капитана рыцарей Черного Волка, ожидающую ее. Хина спрашивает ее, что она здесь делает, и Лизит говорит, что они получили информацию о том, что она прячет подозреваемого в деле об убийстве императора. Хина изображает невозмутимость и говорит, что понятия не имеет, о чем говорит Лизит, и спрашивает, кто скормил ей эту чушь. Лизит отвечает, что это была просто догадка, потому что она нашла подозреваемого в городе несколько дней назад, но потом он сбежал. Однако он не пересекал границу, и нет никаких зацепок, которые привели бы к нему. Она заявляет, что единственный, кто способен это сделать, это Хина, и в этой очереди ночной штурм ее дома. Они начинают обыскивать дом в поисках подозреваемого или каких-либо улик. Лизит говорит, что здесь они, возможно, ничего не найдут, но она считает, что подозреваемый скрывается в лесу эльфов. А Хина часто туда ходит. Хина нервничает, услышав это. Тем временем ночной вице-капитан добрался до леса вместе с Филом, и теперь он планирует действовать жестко. Скоро туда прибудет Персиваль, чтобы поприветствовать гостя. Но увидев испуганного Фила, он понимает, что этот человек использовал мальчика, чтобы пробраться сюда. Рыцарь по имени Освальд выплевывает яблоко, которое он ел, а затем поворачивается к Персивалю и спрашивает, не он ли здесь главный. Персиваль узнает в нем одного из рыцарей Черного Волка, о которых его предупреждала Хина. Она сказала ему, что рыцарям Черного Волка были предоставлены внесудебные права, и они могут убить любого без какой-либо причины или ответственности. Персиваль представляется Освальду и просит его изложить суть своего дела, и Освальд говорит, что рыцари подозревают эльфов в укрывательстве преступника. Персиваль говорит, что понятия не имеет, о ком идет речь, но Освальд высоко ценит свой авторитет и кричит, что если он сказал, что преступник здесь, то он здесь. Он хватает Персиваля за шиворот, когда тот пытается вразумить его. Но тут внезапно появляются дети-демоны. Они думают, что Освальд просто еще один гость, и предлагают ему немного фруктов, и он узнает в них демонов. Персиваль пытается защитить их, но рыцарь отталкивает его с дороги и смеется, говоря, что он пришел искать преступника, но вместо этого нашел демонов. Персиваль умоляет его ничего не делать с детьми, но Освальд щелкает пальцами и вызывает гигантский взрыв. Нул чувствует это из-за своей связи с лесом, а затем достает камни духов, которые ей дали дети демонов. Камни светятся, и Ноэль считает, что дети могут быть в опасности. Алан спрашивает ее, что произошло, и она говорит ему, что у нее в голове только что промелькнула сцена, в которой рыцари Черного Волка атаковали мальчиков-демонов. Она заявляет, что это непростительно, и бросается им на помощь. Лаули присоединяется к ней, а Алан остается позади, думая о том, как он всегда хотел спасти всех в прошлом, но не все хотели быть спасенными его рукой. И это создало дыру в его сердце. Внезапно Лиза отвлекает его от размышлений, и он решает отправиться поддержать Ноэля. В лесу Персиваль каким-то образом защитил детей от взрыва, используя барьер, и он просит Освальда покинуть лес, потому что дети невиновны. Ему все равно, потому что рождение демонами – их величайший грех. Персиваль говорит детям держаться позади него, а затем пытается атаковать Освальда своим барьером, но тот только смеется, отступая, и решает испытать его. Он щелкает пальцем, и дерево позади Персиваля взрывается, заставляя его покатиться вперед. Персиваль побежден, а затем Освальд отправляется казнить двух перепуганных демонов. Фил встает между ними, чтобы защитить детей, и Освальд решает убить его первым.
Однако прежде чем он успевает взмахнуть мечом, молоток ударяет его по затылку, и он оборачивается, чтобы увидеть Ноэля. Поскольку все называют ее королевой, Освальд думает, что она их предводительница, но Ноэль настаивает, что она всего лишь кузнец. Она велит рыцарю убираться из леса, и он решает расправиться и с ней тоже. Он щелкает пальцами, чтобы взорвать дерево рядом с ней, но Лаули вовремя замечает его трюк и отводит Ноэль в безопасное место. Освальд продолжает щелкать пальцами, вызывая взрывы, а Лаули и Ноэль могут только бежать, жалуясь, что Алан слишком долго задерживается. С другой стороны, Персиваль боится, что Ноэлю может быть причинен вред, поэтому он проявляет меч, используя магию, и бросается на Освальда. Рыцарь слишком быстр для него, и он легко уклоняется от его атаки, прежде чем отбросить его ногой. Он уже собирается сразить Персиваля, но тут появляется Алан и блокирует его меч. Он жалуется, что как раз в тот момент, когда он нашел самое спокойное место для жизни, какие-то идиоты приходят и нарушают его покой. Прежде чем отшвырнуть Освальда прочь, рыцарь просит его представиться, и Алан говорит, что раскрытие его имени займет больше времени, чем сам бой. Освальд не может стерпеть оскорбление и пытается напасть на него. Но Алан использует свои волшебные глаза, чтобы рассеять свою силу. В этом случае он решает нацелиться на Ноэль и устанавливает невидимую цепь между своей рукой и ней. Он щелкает и посылает в нее пламя, но Алан отсекает его. Освальд потрясен, потому что Алан видит его насквозь. Но он кричит, что бой еще не окончен. Он выхватывает меч и яростно бросается на него, но Алан мгновенно оказывается у него за спиной. Прежде чем он успевает наказать его, он спрашивает рыцаря, почему тот пытался убить двух мальчиков. Он отвечает, что ему не нужны никакие причины, чтобы убивать демонов, и нападает на Алана, который уклоняется и наносит ему ответный удар, быстро завершая битву. Позже Лиза исцеляет Фила, и он идет играть с детьми-демонами, которые теперь стали его друзьями. Затем Лиза говорит Алану, что была очень счастлива, когда он спас детей демонов. Она рассказывает о том, что дети рождаются безгрешными, независимо от того, к какой расе они принадлежат, и он благодарит ее за добрые слова. Тем временем Лаули осматривает лежащего без сознания Освальда, и Ноэль задается вопросом, что им теперь делать. Она считает, что победить рыцаря все равно, что объявить войну империи, а Алан замечает, что Хона будет ругать их как старая бабуля, когда узнает об этом. Так совпало, что именно в этот момент туда прибывает Хона, и все впадают в панику, пытаясь объяснить ей ситуацию. Она вздыхает, прежде чем отчитать Алана, как он и предсказывал, а затем говорит, что разберется с последствиями. У нее также есть хорошие новости для всех, так как дороги, ведущие из города, наконец-то снова открылись. Она говорит всем поторопиться домой. Но Алан, кажется, застигнут врасплох этим новости. Позже Персиваль попрощался с Ноэль и спросил, уверена ли она, что не хочет жить в лесу с остальными эльфами. Она ответила, что очень многого не знает о том, как быть правителем. Ноэль говорит, что если она продолжит путешествовать со своими друзьями, то увидит мир и станет более подходящей для того, чтобы стать правителем. Персиваль говорит, что они всегда будут ждать ее, а потом Ноэль и ее друзья машут всем на прощание, обещая когда-нибудь вернуться. Однако они мало что знают о беде, преследующей Хину сейчас. Она была арестована по подозрению в убийстве императора из-за сделки, которую она заключила с Лизет, чтобы обеспечить безопасность Алана.